физический мир создан по принципу противоборства двух энергий – добро, зло, женское, мужское и так далее. Сталкиваясь, они создают разнообразные условия для наработки опыта, иногда очень проблемного и страдальческого. Это, как правило, происходит в случае проявления чрезмерного эгоизма, а в некоторых случаях приятного и вдохновляющего. Это когда мы в большей степени сонаправлены в любви, добре и заботе. И как итог духовного пути, после множественных перерождений душа прощается со своей индивидуальностью. Это когда мы осознаем абсолютную любовь на 100% и соединяется, полностью растворяясь в осознании себя частью одного единого целого, привнося свой нажитый и бесценный опыт в общее сознание. Вне тела наши души мечтают об этом соединении, так как духовный мир наполнен блаженством и любовью. Но в физическом теле наша индивидуальность и даже эгоцентричность чрезмерно активизируется, и в большинстве случаев напрочь стирается память о высших мирах. Образно говоря, вышел из источника и вернулся в источник. Собственно, все в Боге, нет ничего вне, сплошное единство, а разделенность – это лишь временная обучающая иллюзия. Для чего все это нужно Богу? Бог-творец желает познать себя и свое творение, самые далекие уголки творения, которые поражены эгоизмом и тьмой, куда практически не попадает свет. Вот для этого самопознания мы и сотворены, как части Бога-творца. Когда мы осознаем абсолютную любовь, наши души переходят в ангельскую систему и уже в духовном мире исполняют роль ангела-хранителя для молодых душ, поддерживая их, а иногда оберегая от различных передряг плотно-материального мира. Чем больше мы принимаем вначале близких, потом знакомых, далее других людей и мир вокруг, тем эффективнее продвигаемся по духовному пути и приближаемся к ангелам и Богу. Так что могу с полной уверенностью сказать, что каждый человек-душа перейдет рано или поздно в ангельскую систему. И даже если на этот путь понадобится 1000 жизней, в духовном мире нет спешки, важен опыт и глубокое осознание божественного принятия. Но и ангелы могут иногда воплощаться в более плотные миры, если на это появится высшая воля и личная ангельская потребность, так как в материальном мире можно прилично духовно подрасти или наоборот упасть по духовным вибрациям. Ведь только в физическом теле мы сталкиваемся с контрастным и даже иногда жестким миром, который дает возможность выбора – направить себя в эгоизм, низковибрационные миры или любовь и источник.